Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать все делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее. Давайте Клайпеду вернем нам тогда. Давайте сейчас начнем все делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Очень чувствительный вопрос. Россия многонациональное государство со своей культурой, тысячелетней культурой решения межэтнических, межрелигиозных проблем. И у нас огромный положительный опыт. В России проживает около 160 представителей различных народов и национальностей. Что касается Крыма, то, конечно, это особая территория. Мы знаем, как складывалась судьба Крыма на протяжении предыдущих столетий. Мы прекрасно с вами осведомлены о том, что происходило на рубеже 90-х годов, в начале 90-х годов, как складывалась судьба Крыма в связи с развалом Советского Союза. Сегодня нужно исходить из реалий, которые сложились на сегодняшний день. Крым – это часть украинского государства. И мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Нужно отдавать себе в этом отчет. Нам, конечно, не безразлично, что там происходит. И мы думаем, что наш вклад может быть внесен только с помощью личного примера решения вопросов подобного рода. Либо, если украинское руководство посчитает возможным и обратиться к нам за помощью, мы готовы будем, не погружаясь в эти проблемы, не втягивая Россию в решение проблем подобного рода, все-таки оказать содействие нашему ближайшему соседу и без всякого привлечения братской республики Украине от того, чтобы оградить ее, если у кого-то возникнет такой соблазн, вмешиваться во внутренние дела Украины со стороны, дать возможность украинскому народу и украинскому руководству самостоятельно решать эти проблемы. Но они острые, мы это видим, они нас беспокоят, тревожат, и она, конечно, эти проблемы существует. Французский министр иностранных дел и председатель ЕС господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете? Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там внутри общества в Крыму происходит сложный процесс. Проблема крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года. И мы будем руководствоваться этими соглашениями. В 2008 году, в августе, состоялась всем известная военная операция в Грузии, в результате которой сейчас в Абхазии и в Южной Осетии находятся российские военные базы. Западные обозреватели и политики, многие из них, продолжают утверждать, что таким образом было закреплено отторжение существенных территорий
от суверенного государства. Вопрос мой про Украину. Как известно, к вам поступили призывы не от какого-то деревенского или городского сумасшедшего, а от людей, наделенных властью, депутатов, ввести войска в Крым. Они прозвучали во время самых крупных митингов, антиправительственных митингов, проевропейских митингов в Киеве. Вот у меня такой вопрос. Накануне конфликта в Грузии российские дипломатические ведомства раздавали тысячи паспортов российских жителям, не гражданам, а жителям Южной Осетии и Абхазии. И потом, когда этот конфликт случился, Россия заявила, что она вынуждена защищать интересы российских граждан. У меня вопрос, возможно ли, даже гипотетически, ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных жителей Крыма, скажем, или российских граждан того же Крыма, или военную морскую базу в Севастополе в случае ухудшения ситуации? Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Ничего подобного с Крымом не происходит того, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией. Потому что эти территории в свое время объявили о своей независимости. И там был, к сожалению, крупномасштабный, если говорить в региональном разрезе, кровавый межэтнический конфликт. И это не первый конфликт подобного рода, если иметь в виду 1919 и 1921 годы, когда проводились карательные операции в связи с тем, что после распада Российской империи эти территории заявили, что хотели бы остаться в составе России, а не в составе независимой Грузии. Поэтому здесь нет ничего нового. Кроме того, для того, чтобы остановить кровопролитие, как вы знаете, на этих территориях находились миротворческие силы, представленные международные, имевшие международный статус и состоявшие главным образом из российских военнослужащих. Хотя там и были и грузинские военнослужащие, были и представители вот этих территорий, непризнанных тогда республик. Наша реакция была связана в том числе не с защитой российских граждан, хотя это тоже имеет значение и не маленькое, но связано было с нападением на наших миротворцев и убийством наших военнослужащих. Вот в чем дело, вот в чем была суть вот этих событий. В Крыму, слава богу, ничего подобного нет и, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о пребывании там российского флота. Он продлен, как вы знаете. Продлен, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран. И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму, является серьезным стабилизирующим, на мой взгляд, фактором и международной, и региональной политики. Международной в широком смысле, в Черноморском регионе и региональной политики. Нам не безразлично положение наших соотечественников. И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотечественниками в некоторых странах Евросоюза, в частности в прибалтийских государствах, где до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как негражданин. То есть это и не гражданин, и не иностранец, и не апатрид, вообще неизвестно, что такое, лишенный политических прав и свобод. И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем это ненормально и будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. Осуществляли блокирование
частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты? Посмотрите на постсоветское пространство. Но там, они еще полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас, и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Можно задать уточняющий вопрос? Пожалуйста. Я забыл представиться, Илья Архипов, агентство Bloomberg. А принимали ли мы участие в подготовке сил самообороны? Нет, Крыма? не принимали. Не принимали. СМС на сайте нашей программы. Скажите все-таки, кто были эти молодые люди? Уж очень они похожи на наших. Какие молодые люди? Вежливые молодые Зеленые люди. человечки имеется в виду. Ну, в принципе, я уже об этом сказал. И говорил неоднократно, говорил, ну, так, несколько глухо, публично, но в разговорах со своими иностранными коллегами я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Есть ли, тем не менее, какие-то обстоятельства, если представить, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь? Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда.